Вы будете в шоке, когда увидите настоящих подводных монстров. И это вам далеко не милые рыбки из мультфильмов. И сегодня я докажу вам это. Я расскажу вам о самых ужасных подводных монстрах, которые не только выглядят пугающе, но и на самом деле могут представлять серьезную угрозу для человека. От гигантских кальмаров до смертельно ядовитых медуз, эти существа заставят вас дважды подумать перед тем, как окунуться в морские глубины. Обещаю, будет интересно. Гигантский кальмар. Кажется, почти все пробовали в своей жизни такую интересную закуску, как сушеный кальмар. Лично я очень люблю его покушать, когда засиживаюсь с друзьями в баре. А знаете ли вы, как выглядят кальмары? На самом деле они не очень уж большие и довольно милые. Большинство из кальмаров едва превышают размер человеческой руки. Но есть такие особи и виды, которые наводят ужас на всех людей на планете. Кто же это? Это вид гигантских кальмаров. Они настолько огромные, что зачастую достигают размеров 40 футов. Хотя и это не предел, ведь есть задокументированные случаи, когда моряки встречали кальмара длиной в 60 футов. Ужасает, не так ли? Но самое страшное не это. Дело в том, что гигантские кальмары довольно агрессивные существа. Я нашел несколько статей о том, как эти существа нападали на небольшие корабли. И надо сказать, они довольно легко могут опрокинуть и потопить какой-нибудь небольшой рыбацкий баркас. Почему я так думаю? Тут все дело в строении тела этого кальмара. У него есть огромные щупальца с острыми присосками. К тому же у всех кальмаров, даже самых маленьких, есть клюв. А в случае с этими гигантами им можно перекусить даже сталь. В общем, крайне опасные существа, которых я держался бы стороной. Но не стоит переживать о том, что такая махина заплывет куда-то на пляж и откусит вам конечности. Эти морские гиганты обитают на глубине от 1000 до 3000 футов. На поверхность они выплывают достаточно редко, да и возле пляжей они просто не поместятся. Это же, по сути, огромная подводная лодка, и она точно так же может сесть на мель. Но вот если вы выйдете в открытый океан на каком-нибудь маленьком батискафе, то будьте осторожны. Большая белая акула. Пожалуй, пора мне переходить к следующему существу, которое наводит страх на всех подряд. И вы 100% уже видели его на видео, а кто-то, может быть, и вживую. Дело в том, что это самый популярный вид морского хищника, которого боятся люди. И про него, кстати, сняли немало фильмов. Ладно, не буду томить вас, и сразу скажу, про кого речь. Я сейчас говорил про большую белую акулу. Эта рыбка вырастает до 20 футов в длину, а ее вес часто переваливает за 2 тонны. Звучит ужасно, особенно когда ты понимаешь, что эта машина для убийства имеет огромные и очень мощные челюсти с несколькими рядами острейших зубов. А самое главное, этот вид акул обитает в прибрежных водах по всему миру. Они наиболее часто нападают на людей, да и большинство смертей и несчастных случаев с акулами связано именно с этим видом. Но не только люди должны бояться этих убийц. Дело в том, что они часто охотятся на тюленей и морских львов. Из-за того, что большая белая акула очень быстро плавает, уйти от нее практически невозможно. Что уж говорить про людей, у которых не будет ни единого шанса. Кстати, чаще всего страдают от нападения серфингисты. Акулы принимают их за свою добычу, так как из воды они напоминают по форме тюленей. И это настолько жуткие новости, что у меня пропало все желание пробовать заниматься серфингом. Морской крокодил. Кстати, кто из рептилий больше всего вас пугает? Лично я очень боюсь крокодилов. Эти огромные потомки динозавров выглядят очень злобно, да и видео того, как они убивают огромных зебр, наводят ужас. Но знали ли вы, что крокодилы обитают не только в пресных водах? Я тут нашел статью про такое удивительное животное, как морской крокодил. И теперь мне страшно купаться даже в море. Эти существа могут достигать размеров 23 фута и весить более тонны. Их кожа настолько твердая, что даже острый нож вряд ли сможет пробить ее. А челюсти, как вы можете догадаться, такие же мощные, как и у других видов крокодилов и аллигаторов. Ну а обитают они в прибрежных водах Юго-Восточной Азии и Австралии. Вообще, я не понимаю, как люди продолжают жить в Австралии. Это же самый опасный континент на планете. Но не будем отвлекаться. Морской крокодил известен своим крайне агрессивным характером.
Он будет защищать свою территорию буквально от всех, кого встретит на своем пути. А сколько он ест? Это просто ужас! В Африке крокодил может с легкостью слопать целого буйвола. Что уж говорить про человека. Это так, зубочистка для него. Кстати, этот вид рептилий очень часто атакует людей. Его даже внесли в список самых опасных для человека животных. В общем, в свете всех этих событий я принял решение, что никогда в жизни не поеду в Австралию. Ну, его. Кубомедуза – морская оса. Но не все виды животных выглядят ужасно. Есть и такие существа, которые на первый взгляд не страшные. Взять, к примеру, медуз. Просто плавающее желе, которое иногда неприятно жалит. Но не все виды этого удивительного животного такие уж безопасные. Ведь есть один вид, который смертельно опасен для всех живых существ. А зовется он морской осой. Это вид медуз, у которых купол диаметром до фута. Немного, но вот щупальца вырастают до 10 футов. И именно в них скрыта главная опасность. Ведь медуза полностью прозрачная, а на щупальцах есть специальные ядовитые железы. И яд, который вырабатывает морская оса, считается одним из самых сильных на планете. Если вас ужалит эта медуза, то спасти вас будет почти невозможно. Последствия ужасающие. Во-первых, на месте укуса очень сильный ожог и боль. Многие даже теряют сознание. Во-вторых, спустя короткое время наступает паралич. И он распространяется не только на тело, но и на внутренние органы. В результате этого наступает остановка сердца. Ввести антидот почти нереально, потому что времени на это нет. Всего за несколько минут наступает смерть. Ну а чтобы не рисковать своей жизнью, я могу дать один совет. Держитесь подальше от тропических вод Индо-Тихоокеанского региона. Ведь этот вид медуз обитает именно там. Морской змей пиламиды. Кстати, у меня к вам вопрос. А вы боитесь змей? Лично я люблю их, но точно так же опасаюсь ядовитых. Ведь один укус такой рептилии может натворить делов. Но лично мне страшно, когда я встречаю каких-то морских обитателей подобного вида. И да, есть такие змеи, которые не только ядовитые, но и обитают в морях. Речь сейчас идет про пиламиды. Это морские змеи, которые очень сильно напоминают обычных сухопутных. Единственное отличие – приплюснутый хвост для плавания. Они вырастают в длину до 7 футов. Немного, но и этого достаточно, чтобы убить человека всего за один укус. Дело в том, что у них очень токсичный яд. Исследования показали, что у некоторых видов он куда опаснее, чем у кобры. Так что я не советую вам плавать в тропических водах Индийского и Тихого океана, ведь именно там вы и встретите морских змей. Есть еще один совет – не провоцируйте это животное. Обычно пиламиды не агрессивны. Они используют свое оружие только для обороны. Так что если вы заметите такую змею в воде, просто отойдите. Но вот если вы решите подергать ее за милый хвостик, мало вам не покажется. Всего 10 минут, и наступит смерть. И, пожалуй, я не буду описывать то, насколько она будет мучительной. Каменная рыба – синацея. Еще я недавно услышал про такую удивительную рыбу, которую называют синацией. Это небольшая рыбка, длиной около 1-2 фута. Их еще называют каменной рыбой, потому что она маскируется под камни и кораллы. Ее кожа покрыта буграми и шипами. И обитает она также в водах Тихого и Индийского океана. Правда, есть одно «но». Найти ее можно около берега. В чем ей опасность? Дело в том, что шипы содержат очень сильный нейротоксин. Если вы не знаете, что это такое, то это яд, который поражает нервную систему. А так как они маскируются под камень, наступить на рыбу очень легко. Что же будет с человеком в результате несчастного случая? Ну, для начала он испытает крайне сильную боль. После этого начнется отек. Спустя еще немного времени тело парализует. А если вовремя не обратиться за помощью, то и смерть. И самое страшное то, что ты вряд ли сможешь заметить эту рыбешку у себя под ногой. Маскируется она реально очень хорошо. Португальский кораблик – физалия. Ну ладно, перейдем, пожалуй, к одному из самых интересных обитателей океанов. Почему интересному? А вы только послушайте, как он называется – португальский кораблик или физалия. Это существо очень сильно напоминает медузу, но на самом деле является колонией организмов. Почему похоже на медузу? Дело в том, что у него есть плавательный пузырь и щупальца. Последние, кстати, могут вырастать до 170 футов. Обитают они в теплых водах буквально всех океанов. Думаю,
Вы видели их в мультиках и фильмах про водных обитателей. И их опасность в том, что они тоже ядовитые. На щупальцах есть нематоцисты с токсинами. Они вызывают довольно серьезные ожоги, которые очень сильно болят. А так как эти токсины содержат белки, у человека может проявиться аллергическая реакция. Думаю, не стоит рассказывать вам о том, что аллергикам лучше не касаться этих огромных щупалец, иначе это может привести к смерти, хотя на самом деле это крайне редкие случаи. Лично я, увидев такое существо, не стал бы плавать рядом с ним. Выглядит жутко, да и получить болезненный ожог не хотелось бы. Глубоководный удильщик. А дальше я бы хотел вам рассказать про одну рыбку, которую чаще всего показывают как самое ужасное существо, обитающее в глубинах океана. Глубоководный удильщик. Это не очень большая рыбка длиной до 3 футов. У нее есть специальный фонарик на голове для привлечения добычи, а также огромная пасть с крайне острыми челюстями. Обитают они на больших глубинах до 3000 футов, так что человеку особой опасности они не несут. Но если вас каким-то чудом занесет в те края, то будьте крайне осторожны. Дело в том, что удильщик очень агрессивный хищник, и он обязательно нападет в случае, если вы приблизитесь к нему. Укусы его, как мне кажется, не самые приятные, ведь зубы у него острые и прочные, так что они легко порвут даже резиновый скафандр. Гигантская мурена. Следующим в моем списке идет гигантская мурена. Это огромное змееподобное животное, которое вырастает до 10 футов в длину. Обитают такие мурены обычно в водах Индийского или Тихого океана. И я бы с радостью никогда не встречал бы их вживую. Почему? Ну, во-первых, выглядят они действительно жутко. Огромная змеюка с мощными челюстями и очень острыми зубами не сильно внушает доверие. К тому же ученые доказали, что мурены очень агрессивные. Они яростно защищают свою территорию и не любят случайных прохожих. Да и спровоцировать их довольно легко. А челюсть настолько мощная, что откусить кусок плоти от любого живого существа для них расплюнуть. В общем, страшное животное. Хорошо, что они редко встречаются на береговой линии. Барракуда. И еще одна рыбка в моем списке. Называется она барракуда. Интересное имя, не так ли? Но не стоит думать, что это мирное животное. Это рыба с длиной тела до 7 футов. У нее также очень острые зубы. Да и вообще это прирожденный хищник, агрессивный и сильный. Обитают барракуды в субтропических водах по всему миру. И надо отдать должное, они довольно опасные. Дело тут в том, что они часто путают человека со своей добычей. Барракуду привлекают блестящие предметы, а их, как вы можете понять, на человеке может быть довольно много. Чаще всего от этой рыбы страдают дайверы и пловцы, ведь именно у них есть специальное оборудование, часы, кислородные баллоны, а они, как вы можете понять, довольно хорошо блестят. Кстати, вас не спасет даже плавательный костюм. Зубы настолько острые, что легко прокусывают и ткань, и резину. Хоть и из задокументированных случаев смерти от нападения барракуды я не нашел, но вот раны от нападения этого хищника выглядят жутко. Глубоководный кальмар-вампир. Так, кто у меня там дальше по списку? Ух ты! Самый настоящий вампир. Да-да, вы не ослышались. В море водятся вампиры. Это особенный вид глубоководных кальмаров. Они не очень большие, всего 1 фут в длину, но выглядят они жутко. У них красноватое тело, большие глаза, а также перепонки между щупальцами. Выглядят они так, будто у них есть самый настоящий плащ. Обитают эти кальмары на большой глубине, так что человек может быть спокоен. Да и опасности никакой он не представляет, к счастью. Хотя выглядит это животное жутко. А название такое оно получило не из-за того, что кальмар высасывает кровь из своих жертв. Все дело, опять же, во внешнем виде. Ну, хоть кто-то из моего списка не может убить меня во время купания на пляже. Спасибо, и на том. Тигровая акула. Ну и последнее животное в моем списке – еще одна акула. На этот раз тигровая. Она довольно большая, до 17 футов в длину. У нее мощное тело и интересные полосы на боках. Обитает в тропических и субтропических водах. Кстати, этот вид довольно опасен для человека. Ведь он входит в тройку самых агрессивных по отношению к человеку акул. А нападает она чаще всего по ошибке. Кстати, тигровая акула всеядная, так что даже водоросли в опасности. Не хотел бы я встретить ее вживую,
пока буду плавать где-то в тропиках. А какой из этих монстров запомнился вам больше всего? Пишите об этом в комментариях. Лично меня поражает то, что многие люди, зная об опасных существах, продолжают заниматься дайвингом. Настоящие профессионалы своего дела. А знаете, где еще нужны профи? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота. Ссылка в описании. И спасибо вам за просмотр.